Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. Компания Xiaomi славится не только своими смартфонами, но и широкой линейкой девайсов для умного дома. И сегодня у нас на обзоре новинка – Aerogrill Mi Smart Air Fryer. Так что давайте вместе разбираться, для чего предназначен этот девайс, обсудим все его достоинства и недостатки, проверим в деле и сделаем выводы, для кого этот аэрогриль станет подходящим решением. Так что заваривайте чаек, готовьте бутерброды, сегодня у нас вкусный обзор. Начнем с дизайна и комплектации. В моем случае это специальная версия для России, о чем сразу намекают надписи на коробке. Сам девайс выполнен из глянцевого белого пластика, который, несмотря на свою маркость, легко очищается при помощи влажной салфетки или губки. Качество материалов и сборка выполнены на достойном уровне, сравнимые с именитыми брендами техники для кухни. Да и в целом, благодаря традиционному минималистичному дизайну, аэрогриль смотрится очень стильно и, думаю, впишется в интерьер любой кухни. Однако, несмотря на небольшой полезный объем в 3,5 литра, габариты аэрогриля нельзя назвать компактными, его вполне можно сравнить с рядовой мультиваркой. На верхней части по всему периметру располагается входное отверстие для воздуха, а вот вывод тепла располагается на задней поверхности и на днище. Так что при размещении аэрогриля нужно учитывать данный момент, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. К слову, обжечься здесь не получится, воздух на выходе чуть теплый. Основная емкость для продуктов находится в нижней части устройства и имеет достаточно удобную длинную ручку. Правда, достается и устанавливается на место она с заметным усилием, и у меня лично одной рукой проделать данные манипуляции не получается, и в процессе приходится поддерживать аэрогриль за корпус. А вот что мне очень понравилось, так это антипригарное покрытие, благодаря которому продукты в процессе приготовления не прилипают и саму чашу очень легко мыть, а порой достаточно просто протереть бумажным полотенцем. В целом, объема на 3,5 литра хватит для приготовления блюда из расчета на 2-3 человек и не более. Так что, если данная покупка планируется для большой семьи, то, думаю, стоит посмотреть в сторону более вместительных моделей. По стенкам емкости располагаются воздуховоды для лучшей циркуляции воздуха и равномерного приготовления пищи. Внутри же, непосредственно над самой чашей, располагается нагревательная труба и вентилятор, закрытые специальной защитной решеткой. Мощность нагрева тепловой трубки в 1400 Вт обеспечивает быстрое повышение температуры и более сбалансированное распределение тепла внутри фритюрницы, помогая сократить время приготовления пищи. А двускоростной вентилятор обеспечивает мощную циркуляцию воздуха в процессе готовки. Также в дополнение к чаше в комплекте идут два дополнительных аксессуара – жаропрочная пластина и решетка. Прежде всего, они позволяют использовать чашу аэрогриля в два уровня и тем самым увеличить объем приготовляемого блюда. Жаропрочная пластина, как и сама чаша, имеют качественное антипригарное покрытие и перфорацию по всей площади для лучшей циркуляции горячего воздуха. А по периметру располагаются прорезиненные вставки, которые надежно фиксируют ее в корзине. Решетка же изготовлена из хромированного железа и никакой защиты от пригорания не имеет. Так что при приготовлении, например, рыбы на гриле, будьте готовы к загрязнениям и прилипаниям продукта. Таким образом, благодаря этим аксессуарам вы можете одновременно приготовить, например, куриные крылышки и овощной гарнир в один заход. И, кстати, дополнительные приспособления, как и саму чашу, можно спокойно мыть в посудомоечной машине и не бояться повредить их. На передней панели гриля над чашей расположились органы управления. Небольшая сенсорная кнопка включения-выключения и колесо с интегрированным OLED-дисплеем. На последнем отображается информация о выбранном температурном режиме, оставшемся времени приготовления и даже рекомендации, например, перемешать продукты. Для изменения температуры и времени приготовления достаточно вращать кнопку с экраном. Кстати, из коробки в Mi Smart Air Fryer установлен английский язык, и даже после подключения к приложению Mi Home и обновления прошивки язык не сменился автоматически, как это обычно бывает на многих умных устройствах Xiaomi. Поэтому выбирать пришлось вручную в настройках на дисплее самого устройства. Итак, перейдем к более интересному принципу работы Mi Smart Air Fryer. В гриле используется высокоскоростная циркуляция горячего воздуха на 360 градусов, которая обеспечивает равномерный нагрев пищи, создает хрустящую корочку и сохраняет при этом внутреннюю мягкость продуктов.
По сравнению с традиционным методом жарки, аэрогриль позволяет не добавлять дополнительное масло, вытесняя собственный жир продукта. По итогу блюдо будет более здоровым и диетическим, но все таким же вкусным, что определенно порадует ценителей правильного питания. Также, например, по сравнению с традиционным духовым шкафом, аэрогриль значительно сокращает время приготовления. И там, где духовке требуется 35-40 минут на блюдо, Mi Smart Air Fryer справляется за 15-20 минут. А благодаря широкому диапазону температурных настроек от 40 до 200 градусов, аэрогриль подходит не только для жарки и выпечки, но и для приготовления йогурта, дегидрации фруктов или овощей, а также разморозки. Такая многозадачность позволит сократить количество кухонной техники и, соответственно, занимаемое ей место. Еще одним из преимуществ Mi Smart Air Fryer я бы отметила отсутствие необходимости нажимать кнопки для того, чтобы приостановить готовку. Аэрогриль автоматически прекратит работу, когда корзина будет выдвинута, и также автоматически возобновит работу по возвращении ее на место. Так что проверить или перемешать блюдо в процессе приготовления будет максимально безопасно. Далее предлагаю оценить удобство управления. Здесь нам доступно два варианта: управление с самого девайса, либо же через приложение на смартфоне. Начнем с первого. Все основное управление заключено в массивную круглую ручку с экраном на передней панели, который служит для отображения информации. Выбор между режимами осуществляется поворотом ручки, а подтверждение действия простым нажатием на нее. По умолчанию на самом аэрогриле предлагается несколько базовых режимов, таких как стейк, рыба, курица, пироги, овощи и так далее. Также есть ручной режим, в котором настраивается температура и время приготовления. Как видите, ничего сложного, однако несколько ограничено. Лично для меня управление со смартфона куда предпочтительнее и имеет ряд преимуществ. И первое из них – это простота в подключении и использовании. Работает аэрогриль с хорошо нам известным приложением Mi Home. Подключение осуществляется максимально просто. Включаем аэрогриль, заходим в приложение, нажимаем кнопку добавления нового устройства. Приложение автоматически находит аэрогриль, и вам остается просто завершить сопряжение. Теперь вы всегда можете запустить или остановить работу Mi Smart Air Fryer прямо со своего смартфона, ну а при желании и вовсе запустить готовку вне дома. Еще один плюс – это интересный ассортимент рецептов. Как и обещал производитель, здесь их ровно 100, я пересчитала. В каждом из них указаны требуемые ингредиенты, их количество, рекомендуемые настройки, а также подробно расписан каждый шаг процесса с фотосопровождением. Но есть и нюансы. Поиска по рецептам попросту нет, из-за чего приходится каждый раз прокручивать весь список, пока не доберешься до нужного. Тем не менее, в данном случае можно добавить до 8 часто используемых рецептов в избранные. К очередным преимуществам можно отнести поддержку работы с голосовым помощником. Так, например, можно запустить или остановить работу аэрогриля. Прогрессивно и современно, конечно, однако заполнять чашу аэрогриля все равно нужно вручную, а там и запустить недолго. Так что лично я данной фишкой не пользовалась, и лично мне больше пришлась по душе другая полезная функция – отложенный старт, позволяющая запрограммировать запуск приготовления блюда в определенное время. Загрузили продукты в чашу, установили время, и к назначенному сроку у вас будет готовое блюдо. Таким образом, я с утра закладывала пару ломтиков хлеба, уходила на длительную прогулку с собакой, а к моему приходу уже были готовы теплые хрустящие тосты на завтрак. Что я могу сказать по итогу? Лично я, как любитель здоровой и полезной пищи, осталась полностью довольна аэрогрилем от Xiaomi. Стильный дизайн радует глаз. Богатый ассортимент режимов позволяет готовить как основные блюда, так и десерты, йогурты, сухофрукты и многое другое. И что самое главное, без каких-либо заморочек. Закинул продукты, включил нужный режим, и аэрогриль все сделает за вас. При этом нет необходимости мыть горы посуды. Также аэрогриль отлично справляется с имитацией популярного фастфуда, например, той же картошки фри. Да, конечно, она не такая жирная и сочная, зато не менее вкусная и хрустящая, а главное не вредная. Так что получаются вкусные и полезные блюда без лишних калорий, да и готовятся они достаточно быстро. Да, как и у любого девайса, здесь есть и недостатки, например, скромный объем чаши. Но лично для меня это не критично, так как я не готовлю на большое количество человек, но при такой необходимости возможность приготовления в 2 уровня здорово выручает. И, конечно, не будем забывать про стоимость. На момент записи видео Mi Smart Air Fryer предлагается за 6-7 тысяч рублей. И за данный ценник лично я не нашла настолько же стильной, универсальной и функциональной альтернативы.
Друзья, делитесь вашим мнением о новинке или семейными рецептами. Будет очень интересно почитать и приготовить. И, конечно же, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.